Всем привет, меня зовут Алексей, вы снова на канале Naked BPM. Сегодня поговорим про приятные последствия внедрения процессного управления, появление в компании сервисного мышления. Бизнес-процесс исполняется для получения определенного понятного результата. Помните? Процесс согласования счета на оплату дает инициатору согласованный документ. Процесс командировка, купленные авиабилеты и забронированные отели. Процесс закупок наполняет склады и цехи товарами. При переходе от функционального управления к процессному, компания переходит от мышления исполнения задач к мышлению запрос-результат. Все промежуточные действия вторичны. Когда таких процессов становится много, компания начинает видеться как каталог сервисов. Сотрудники, соответственно, видят компанию как список услуг. Подразделения видят друг друга как наборы сервисов. То есть это такая понятная ручка, дернув за которую можно получить понятный результат. Что здорово, при использовании сервисов не нужно знать, как они устроены. Работает принцип черного ящика. Сотрудник, стоящий за кассой в супермаркете, не думает, как работает бухгалтерия и HR. Ему нужен понятный сервис. Сервис, который покажет, сколько дней отпуска осталось и позволит в этот самый отпуск сходить. Буквально в одно нажатие кнопки и без головной боли в виде лишних бумаг. Правильная организация бизнес-процессов позволяет выстроить сервисы именно таким образом. Если же мы представляем нашему сотруднику целый каталог таких сервисов, где можно понятным способом получить нужную услугу, мы получаем счастливого сотрудника, который к тому же сможет сконцентрироваться на работе, а не думать о побочных вещах. То есть компания становится прозрачной для сотрудника, но при этом не грузит его лишней информацией. Пойдем дальше. Если сделать компанию прозрачной и предсказуемой для наших поставщиков, партнеров и клиентов, то мы станем для них любимыми партнерами. Вряд ли они захотят уходить от нас к мутному, непрозрачному и, значит, непредсказуемому конкуренту. Кстати, очень важно дать каталогу сервисов публичность и понятный способ доступа и применения. Вообще немного смысла в услуге, про которую никто не знает. Здорово тут помогают информационные технологии, когда есть порталы со списками услуг. Я думаю, вряд ли кто-то поспорит, что с появлением в России сайта госуслуг использование государственных сервисов стало проще, доступнее и популярнее. Государство действительно стало ближе к народу. И в очередях теперь приходится поменьше стоять. Аналогичные ресурсы вы можете создавать в BPMS, и делается это очень легко. Можно создать HR-портал, и тогда каждый сотрудник получит возможность использовать сервисы в один клик. Подобные порталы могут создаваться также для партнеров, поставщиков, клиентов. Кстати, это могут быть в том числе набирающие популярность порталы самообслуживания. Чистая польза, минимум усилий. Важный момент. Сервисное мышление — это не про то, как четко, шаг за шагом выполнять регламенты по бизнес-процессу. Скорее, это про то, чтобы заказчик бизнес-процесса был счастлив. Помните, у бизнес-процесса есть потребитель, который инициирует запуск процесса ради получения некоторой конкретной пользы. Но иногда даже идеально выстроенный процесс не работает. Случаются исключительные ситуации, когда просто невозможно четко следовать регламенту и при этом получить счастливого потребителя процесса. Предлагаю подумать об этом так. Бизнес-процесс — это не столько про последовательность операций и взаимоотношения исполнителей, сколько про то, как оптимально и правильно доставить пользу потребителю. Да, в большинстве случаев есть некоторый конкретный алгоритм, который и будет выполняться раз за разом. Но порой мы должны пойти другим путем. Что вообще вас раздражает в бюрократии? Что нам не дают получить желаемую ценность, выстраивая перед нами ряд неудобных процедур. Процессный подход — это не про злую бюрократию. Иногда нарушение привычного регламента процесса и возможность дать результат и ценность потребителю — это нормально. Но для этого важно воспитать в сотрудниках сервисное мышление и дать им свободу принятия решений. Без права разумно отойти в сторону от стандартов и прийти к результату ничего не получится. Нормально быть человечным и довести процесс до конца, когда в противном случае он просто не сможет выполниться. Поэтому при внедрении процессного управления стоит иметь в виду, что процессы не всегда исполняются в идеальных условиях. И важно, чтобы ваши сотрудники понимали, что у них есть права и даже некоторая обязанность управлять процессом, а не просто быть винтиком-исполнителем. Если вы автоматизируете бизнес-процесс, то нельзя слишком туго затягивать все гайки.
В противном случае ваши сотрудники будут только слепыми исполнителями и не смогут обработать исключительные ситуации. IT должен помогать людям, а не быть бетоном бюрократии. Всегда имейте это в виду. Подытожим. Процессное управление и создание каталога сервисов очень сильно трансформирует мышление исполнителей и потребителей процесса. Лучше работают исполнители. Они не думают о функции, а думают о пользе и результате. Потребитель так вообще счастлив. У него теперь есть целый магазин услуг. Прозрачно выбирай и пользуйся. Ничего лишнего знать не требуется. Но важный момент, который не стоит забывать при внедрении процессного управления. Мы не пытаемся построить бездушный конвейер. Мы строим каталоги сервисов и сервисное мышление. Всегда нужно иметь в виду, что что-то может пойти не так. Поэтому важно комплексно решать все три задачи в раз. Проектировать свои бизнес-процессы, автоматизировать их и воспитывать сервисное мышление в сотрудниках. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать следующие выпуски. Ставьте лайк, жмите колокольчик. До новых встреч!